Турецкие сериалы продают нам идеальную картинку вечной любви и невероятной страсти на экранах. Красивые герои нежно держатся за руки и клянутся друг другу в бесконечной преданности. Но стоит режиссеру крикнуть заветное слово «снято», как романтическая сказка мгновенно разбивается вдребезги. Вместо страстных поцелуев в ход идут тяжелые кулаки, громкие оскорбления и летающие стаканы. Идеальные экранные пары в реальной жизни порой искренне ненавидят и презирают друг друга. Сегодня мы покажем вам темную изнанку турецкого телевизионного бизнеса без цензуры и красивых фильтров. История первая переносит нас на съемочную площадку культового и невероятно популярного сериала «Ветреный». Миллионы зрителей по всему миру с замиранием сердца следили за историей Мирана и Риян. Казалось, что между актерами Эбру Шахин и Акыном Маканазю существует настоящая магическая химия. Но реальность оказалась куда более жестокой, холодной и совершенно не похожей на сказку. Акын регулярно испытывал терпение всей съемочной группы своими постоянными и очень долгими опозданиями. Сотни людей часами ждали главную звезду под палящим солнцем в тяжелых климатических условиях. Эбру Шахин приходилось молча терпеть этот непрофессионализм ради успешного завершения невероятно сложного проекта. Напряжение на площадке росло с каждым днем, превращаясь в настоящую бомбу замедленного действия. Взрыв произошел прямо перед финалом, когда уставшая команда сделала Акыну очередное справедливое замечание. Вместо извинений турецкий красавец пришел в абсолютную ярость и начал крушить все вокруг. Он с криками разгромил свой личный трейлер, попутно оскорбляя всех присутствующих на площадке. После этой дикой вспышки гнева актер просто развернулся и самовольно покинул место съемок. Работа над важнейшим финалом была полностью парализована по причине невероятного эгоизма одного единственного человека. Эбру Шахин была настолько шокирована и возмущена, что немедленно отписалась от партнера везде. Она публично разорвала все социальные связи с Акыном в день выхода последней серии «Ветреного». Идеальная телевизионная пара навсегда рассталась врагами, оставив фанатов в полном и абсолютном недоумении. Вторая история доказывает, что горячая турецкая кровь может привести к реальным физическим травмам. На съемках проекта «Кто из нас не любил» разгорелся настоящий и очень грязный скандал. Главные роли в этом сериале исполняли брутальный Джан Яман и утонченная красавица Селен Сайдар. С самого первого дубля между актерами возникла сильная взаимная неприязнь и жесткая конкуренция. Джан постоянно критиковал игру партнерши, считая себя главной и единственной звездой этого телевизионного шоу. Селен не собиралась молчать и резко отвечала на каждую ядовитую реплику высокомерного партнера. Однажды банальный рабочий спор по поводу диалога перерос в громкую и неконтролируемую истерику. Взбешенный Джан схватил со стола стеклянный стакан с обжигающе горячим свежезаваренным черным чаем. В следующую секунду он с невероятной силой швырнул этот кипяток прямо в лицо актрисе. Только чудом Селен успела увернуться, избежав страшных ожогов и непоправимых шрамов на красивом лице. Этот совершенно дикий поступок мгновенно перечеркнул все рамки дозволенного в турецком телевизионном бизнесе. Шокированная актриса немедленно наняла лучших адвокатов и подала на неадекватного коллегу в суд. Судебный процесс длился долго и сопровождался громкими заголовками во всех желтых турецких газетах. В итоге Джана признали виновным и заставили выплатить огромный денежный штраф пострадавшей стороне. А сама Селен навсегда покинула проект, категорически отказавшись находиться рядом с таким неуравновешенным человеком. Продюсерам пришлось экстренно менять сценарий и вводить в сюжет совершенно новую главную героиню. Переходим к третьему конфликту, который разрушил один из самых прибыльных турецких телевизионных проектов. Сериал «Вдребезги» собирал у экранов огромную аудиторию благодаря потрясающей драме и сильному актерскому составу. Но за кулисами Эркан Питеккая и Нургюль Ешелчай вели настоящую кровопролитную психологическую войну. Проблемы начались, когда консервативный Эркан категорически отказался сниматься в любых романтических сценах поцелуев. Он заявил, что это полностью противоречит его личным моральным принципам и турецким традициям. Сценаристам приходилось постоянно переписывать любовную линию, выкручиваясь из этой совершенно нелепой и глупой ситуации. Нургюль открыто возмущалась таким непрофессионализмом, справедливо требуя от партнера выполнять свою прямую акторскую работу.
В ответ Эркан развернул против актрисы масштабную кампанию жесткого давления и жестокой психологической травли. Он настраивал съемочную группу против нее открыто, распуская самые грязные слухи о личной жизни. В прессу просочились лживые заявления о том, что Нургуль якобы постоянно употребляет крепкий алкоголь. Актриса каждый день приходила на площадку со слезами, не выдерживая этой страшной токсичной атмосферы. Когда оскорбления перешли все мыслимые границы, Нургуль громко хлопнула дверью и расторгла выгодный контракт. Она дала откровенное интервью, рассказав всей стране правду о невыносимом характере знаменитого Эркана Питеккая. Этот скандал разделил поклонников сериала на два враждующих лагеря, уничтожив былую рейтинговую магию проекта. Продюсерам пришлось убить героиню Нургуль в сюжете, чтобы каким-то образом логично завершить историю. Четвертая история раскрывает страшную тайну самого красивого сериала современности под названием «Черная бесконечная любовь». Кемаль и Нихан в исполнении Бурака Özçivit и Неслихан Атагюль стали символом идеальной страсти. Но в реальности между этими потрясающими актерами царила холодная война и абсолютно ледяная уничтожающая ненависть. Причиной этого масштабного конфликта стала невероятная ревность реальных партнеров наших главных любимых звездных героев. Муж Неслихан, актер Кадир Дагулу, категорически запретил жене дружески общаться с красавцем Бураком Özçivit'ом. А невеста Бурака, известная актриса Фахрие Evcen, полностью превратила жизнь съемочной группы в сущий ад. Она постоянно приезжала на съемочную площадку без предупреждения, маниакально контролируя каждый взгляд и каждый жест. Фахрие закатывала истерики, если видела, что Неслихан и Бурак просто мило разговаривают в рабочем перерыве. По причине этого безумного давления главные актеры сериала полностью прекратили любое человеческое общение между собой. Они демонстративно не здоровались по утрам и расходились по разным углам после команды «Камера, стоп!». Ситуация накалилась до такой степени, что продюсеры приняли беспрецедентное решение в истории турецкого кинематографа. Многие совместные финальные сцены главных влюбленных снимались абсолютно раздельно в совершенно разные съемочные рабочие дни. Бурак говорил свои реплики в пустоту, а затем Неслихан отдельно отыгрывала свои крупные одиночные планы. Всю эту магию любви телевизионные мастера монтажа буквально по кусочкам склеивали на финальном телевизионном постпродакшене. Зрители искренне рыдали у экранов, даже не подозревая, какую жуткую цену заплатили актеры за шедевр. Пятая история знакомит нас с главным плохим парнем турецкого телевидения, знаменитым Мехметом Акифом Алакуртом. Этот актер прославился благодаря роли властного барана в культовом и невероятно успешном сериале «Возвращение домой». Но его реальный характер оказался гораздо страшнее, темнее и опаснее любых выдуманных телевизионных жестоких злодеев. На съемочной площадке Мехмет вел себя как настоящий жестокий тиран с манией абсолютно полного величия. Он регулярно физически избивал молодых ассистентов и мог легко поднять руку на беззащитных слабых костюмерш. Актриса Джан Судире была в таком неописуемом ужасе от агрессии партнера, что наняла личную надежную охрану. Она разговаривала с Мехметом исключительно после команды «Мотор», строго избегая любых зрительных контактов в перерывах. Пик этого страшного безумия случился на съемках масштабного исторического провального телевизионного проекта под названием «Фатих». Взбешенный Мехмет достал холодное оружие и начал громко угрожать кровавой расправой всей испуганной съемочной группе. Он бегал с настоящим мечом за режиссером, выкрикивая жуткие и страшные проклятия и самые грязные уличные оскорбления. После этого вопиющего криминального инцидента карьера безгранично талантливого и красивого актера была полностью и навсегда уничтожена. Ни один уважающий себя турецкий продюсер больше никогда не предлагал Мехмету Акифу Алакурту новые телевизионные роли. Из кумира миллионов влюбленных женщин он превратился в настоящего жалкого изгоя и навсегда покинул публичную профессию. Этот страшный случай стал самым жутким примером того, как сильная звездная болезнь полностью разрушает человеческую жизнь. Шестая история возвращает нас к Бураку Özçivit'у, который внезапно оказался в эпицентре еще одного скандала. На этот раз громкий конфликт разгорелся на пыльных декорациях грандиозного исторического эпоса под названием «Основание Осман». Бурак потрясающе играл великого правителя и сильного полководца, но безграничная власть слишком сильно ударила ему в голову. В один из тяжелых съемочных дней главная звезда внезапно сорвалась на простых работников огромной телевизионной площадки.
Он яростно ворвался в палатку технического персонала и начал кричать отборным жестким матом на уставших людей. Бурак осыпал грязными оскорблениями операторов и ассистентов, называя их полными ничтожествами и абсолютно бездарными работниками кино. Шокированная команда не стала молча терпеть такое унизительное скотское отношение даже от главной суперзвезды турецкого телевидения. 4 работников площадки «Смело» объединились, наняли сильного адвоката и подали жесткий коллективный судебный иск против актера. Этот беспрецедентный судебный процесс стал огромным шокирующим потрясением для всей огромной индустрии турецких исторических телевизионных сериалов. Образ идеального и невероятно благородного джентльмена Бурака Özçivit'а мгновенно треснул по всем возможным фанатским зрительским швам. Чтобы быстро замять этот громкий инцидент и спасти рейтинги, продюсерам пришлось выплатить огромные колоссальные денежные компенсации. Несмотря на долгие попытки пиарщиков очистить репутацию звезды, клеймо несдержанного тирана-агрессора навсегда закрепилось за Бураком. За самыми красивыми дорогими декорациями и идеальным ярким светом софитов часто скрываются обычные люди с пороками. Огромные деньги, безумная мировая слава и невероятно раздутое эго часто превращают любимых актеров в невыносимых монстров. Турецкий безжалостный шоу-бизнес не прощает ошибок, и иногда один сорванный дубль может навсегда уничтожить успешную карьеру. Напишите в комментариях, чье именно поведение на съемочной площадке шокировало вас больше всего в суровой реальности. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы никогда не пропустить новые жестокие и мрачные тайны любимых турецких звезд.